Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Карги. И это уже 4-я серия аниме «Город, в котором меня нет». Погнали! Эпизод 4. Достижение. 25 февраля. Доброе утро, Сатору. Доброе. Завтрак уже почти готов. Приятного. Вкусняшка. Классно его мама готовит. Послушай, мам, меня не будет в следующую субботу. Свидание? Вовсе нет. Мы идем в научный центр. Жаль. Шел бы на свидание, я бы денег дала. Правда? Это ведь свидание? Ага. Приводи ее домой. Мясо с овощами стушим. Хиназуки придет на Классная мой день шутка, но мама рождения. 1000 раз повторяю. Хиназуки с 5-го квартала? Перешла к наводящим вопросам. Только будь осторожен. Спасибо. Давай, ешь завтрак. Встали! Поклон! До свидания! Скоро жильца покажут, правда круто? Надо бы узнать, о каком аниме они говорят. сокол? Охотничья птица. Ты умный? В субботу я заберу Хиназуки. Нет. Скорее избавлю от издевательств матери. Та девчонка Учитель, учитель! очень плохо В чем на дело? него смотрит. Мне вот это непонятно. Давайте посмотрим. Меня бесит их флирт. Вы такой умный. А сама-то еще недавно разве не такой же была? Не упрямься. Просто айда с ними. Что за айда? Крутого строишь? Черт. Учитель считает меня воровкой. И ты тоже. Ну, ты очень по-плохому Ладно, поступила забудь. вообще. Бедную девочку обвинила. Эй, ребята, есть идея. Какая, Сатору? Ну, сходим в субботу в научный центр. Хиназуки тоже приглашу. Идем. Прости, Сатору. Я занят, не смогу пойти. Ясно. Прости, Сатору, я тоже не смогу пойти. Да, я бы пошел, но тоже занят. Я тоже. Молодцы. Понятно. Лучше с Хиназуки сходи. Понимающая голова у него была. Фуджинума, что-то случилось? Кое-что. Нет. Сказал им, что не выйду поиграть, потому что у нас свидание. Стоило ли Да, слово свидания стоило произносить? Сказал в голос. Ну, мама сказала мне быть дома пораньше. Хочу показать тебе одно место. Я поговорю с ней. Кенья, можешь зайти в учительскую? В прошлой серии я Нет. этого... Я не отпущу вас вдвоем. Мы будем не только развлекаться, но еще и учиться. Учиться можно и дома. По субботам, Кайо, мне дома помогает. Помогает? Чем же? Небось, выпустить пар. Я не обязана говорить тебе. Почему вы так упорно не хотите отпускать Хиназуки? У меня несколько причин. Например, вы дети. Случись что с вами, кому отвечать? Вот так легко сделала меня виноватым. А сам-то тащишь куда-то мою угрюмую дочь. Что ты выиграешь? Когда нужно спасти друга, это не важно. Спасти. От Интересно, тебя, от твоей больной дуры. ты принц на белом коне? А, черт. Не стоило намекать на издевательство. А ты что скажешь, Каю? Хочешь пойти Да. с ним? Нет. Она еще и сказала, что... Наберись ума, испорченное отродье! Мама! Хватит, госпожа Хиназуки. Нельзя называть детей Ничего отродьями. Госпожа Фуджинума, это вас не касается. Наполовину Как она там касается. появилась? Как видишь, мой сын очень этого хочет. И я хочу помочь ему, как его родитель. Наши семьи очень Что, похожи. правда, что ли? Зайдите на чай. Очень грамотно. Кайо, домой. Да. Значит, до субботы. Я помешала? Да нет. Нет, спасибо. Сегодня
Сегодня пораньше отпустили. Повезло, что я случайно увидела вас и проследила за вами. Что? Проследила? Шучу Это, я, конечно. конечно. Молодец. Но пока все в порядке. Она очень красиво одета. Видно, что мать следит за внешним видом. Ты знаешь, как ей живется? Нет, но по твоим словам и ее матери могу предположить. Все-таки не на телевидении работает. Каю очень милая. Тебе 29, чего смущаешься? Смотри, не бросай ее. Конечно. 27 февраля. Суббота. Погода хорошая. Похоже, что последние несколько дней мать Хиназуки ее не избивала. Ну, Это мой друг. какой-то. Совсем дурак. Ну, держит та его мать себя в руки. Обожаю это Ну место. как себя держит? Здесь ничего такого. Разве не захватывающе гулять здесь? Пока никто не видит, я спрячусь. А где совсем дурак? Вот. Ну же, иди сюда. Посмотрим планетарий. Как раз открыто. Детская радость, детские радости жизни, беззаботные. Что случилось? Звездами мы в прошлый раз налюбовались. Это верно. Ну, что это сейчас было? Извини, я в туалет. Давай, я подожду. Что это сейчас было? Что это за чувство? Повтор? Неужели дежавю? Я часто приходил сюда, но с Хиназуки впервые. А, у него из старых воспоминаний всплыло что-то. Хиназуки? И сейчас тоже. Фуджинума, Странно. спасибо, что пригласил меня. Ты знал, что мне здесь нравится? Знал? Поэтому мы здесь. Неужели люди, рисующие мангу, обычно подобные места посещают? Я помню этот разговор 18 лет назад. Я пришел сюда один и случайно столкнулся с Хиназуки. Фонареть. Что? Ничего. Об одном подумали. Мы сказали одновременно. Я хочу изменить будущее, но невольно оказался в той же временной линии. Не понял. То есть он ее позвал на свидание, но в итоге все равно случилось то, что случилось 18 лет назад. Хиназуки, давай пальто понесу. Уверен? Одним поведением я могу многое изменить. Верь, я изменю будущее. Фуджинума, я рада, что решилась приехать сюда. А вот это разве уже не изменит Сатору! мнение? Иназуки, Здорово! Я освободился пораньше. простите за задержку. Ну вот, изменил. Мы не помешали? Конечно, нет. Так, Хиназуки? Да. Сатору прямо джентльмен. Ну, в отличие от предыдущей серии, эта серия нам вот более позитивная, разбавленная. Нет, я не говорю, что прошлой серии не было позитивной, но там в основном был очень такой жесткий негатив, с нами такие тонкие намеки на все. По поводу, например, их того же учителя. С Хинадзуки там было очень все плохо. Сейчас вот вмешалась мать Сатору и, так скажем, тонко пригрозила матери Хинадзуки. И та, видимо, на время перестала ее трогать, потому что поняла, что теперь за ней пристально следят. Отпустила свою дочь, чтобы не возникали лишние вопросы. Мне очень нравится его эта дружеская компания. Такие хорошие ребята понимают сразу. Типа, сперва не хотели пойти, типа, чтобы не мешать Хинадзуки с Сатору. А потом вот так пришли так. Дали им время, потом пришли проверить, так, что там происходит. Очень прикольно получилось с временными линиями. То есть вот Сатору пытается полностью изменить весь ход истории, но
невольно оказывается все-таки в той же отправной точке. Ну, как получается. Вот сейчас, вот этот момент, они столкнулись и как будто поговорили. Ну, тот же маленький диалог был, как и 18 лет назад. А он этого не помнил. Ну, внезапно вспомнил, потому что произошла вся та же ситуация, и поэтому вспомнил. Но, видимо, изменилось тот момент, что его друзья пришли. Еще мне кое-что не понравилось, когда учитель одного из его друзей позвал к себе в кабинет. Кенья, можешь зайти в учительскую? Мне это очень не понравилось. Я реально до сих пор думаю, что этот препод – главная сволочь. Класс Дальше. 5-4. Доброе утро. Доброе утро, Фуджинума. Ну-ка, доброе, смотрите, Хиназуки. смотрите, Слава какая. богу. Понедельник, и она не опоздала. И не тронута. Очень красивая. Прозвучало как... Вы это слышали? Круто! Сатору такой смелый! Они поженились? Дура, сперва нужно обручиться. Что там? Поздравляю! Эй, пора начинать урок. Детские радости. Хиназуки должны убить завтра, Крую. 1 марта. Так. Начнется самое интересное. Пока, Хироми. До завтра. Слушай, Хиназуки, давай я завтра зайду за тобой и пойдем в школу вместе. Хорошо. Мама. Добрый вечер. Ну, пока. Увидимся утром. А что она так хорошо ухожена? Я ушел. Счастливо. Я вышел пораньше. 1 марта 88-го. День, в который 18 лет назад исчезла Хиназуки. Ну все, теперь Доброе нельзя утро. от нее отставать. Но сегодня все иначе. Доброе утро, Фуджинума. Доброе. Хиназуки не исчезнет. Она сегодня не мы уйдет. пошли. Погнали. Доброе утро. Доброе. 18 лет назад обстоятельства были другими. Сатору такой смелый. Хиназуки похитили, потому что она всегда была в парке одна. Что ж, надеюсь, завтра придете. А то, конечно. Да. Этих обстоятельств больше нет. Эй, зайдем в детский центр. К тому же, сегодня с ней я. Короче, он будет Я держаться хочу подальше от домой парка. пораньше. Не будь такой занудой. Прогуляемся. Ладно. Все будет хорошо. Я снова выиграла. Хорошо. Более чем. Слушай, Фуджинума, хочу домой. Да. Идем. Только не через парк. Проходите мимо. Мимо. Это был классный момент. За руку ее держит. Снег. Ну и снова рисовка с графикой Юки. Он сейчас изменил и его прошлое. Это мать Хиназуки. Это ее хата. Ответьте на вопросы ниже. Это Вопрос её первый. друг. Составьте предложение, используя слово «полюс». Белый медведь Северного полюса съел учителя. Я зайду за тобой завтра. Пока. Все, Ага. довел до дома. Прокричал это изо всех сил. Для Хиназуки, ее матери внутри и тех, кто мог это услышать. Я заявил о себе. Очень грамотно. Правильно. Вообще, День Икс почти кончился. я бы не смог заснуть. Все так просто? Если бы я знал вообще все это, я бы вообще бы не смог бы заснуть. Я вообще оттуда бы не ушел.
Во! Вот об этом я и говорю. Вот Я бы я оттуда бы дурак. не ушел. Приперся сюда. Молчи, правильно делаешь. Все. Ура! Всего за день я точно изменил будущее. Доброе утро, мам. Что? Еще 6 нет. Я ушел. А завтрак? После этого дня я не мог уснуть. И как можно скорее хотел увидеть лицо Хиназуки. Все нормально, она жива. Доброе утро, Хиназуки. Совсем дурак. Я так и знал. Ну что, вы придете? А как же? Все придем. Всё. И будем пировать. Денег Тогда сперва нужно скупить. прошел. Эй, Сатору, Кайо, помогите ко мне. Почему именно сегодня? Денег же день выбора. рождения. Наверное, потому что в прошлый раз мы прогуляли. Наверное. Тяжелая. Даже не подождали. Совсем бессердечные. Козлы. С вас 5000 йен. Хорошо. Интересно, Кстати, сколько это? 18 лет назад тоже вышло 5000. Я так радовался дню рождения, что потратил все деньги. Неужели тогда мама тонну сэндвичей приготовила? Как он помнит? Ну, когда это заново проживаешь, Я ясное дома. дело, что... Сюрприз! Сейрас, Сатору, Хиназуки. С днем рождения! Молодцы, Вы молодцы. тайком подготовились? Они захотели сделать все сами, так что я разрешила. Неужели дежурство после школы? Да. Учителя Яшера А попросили. мне никто никогда Он и про сюрпризов не именины устраивал. Хиназуки рассказал. В общем, мы хотели тебя удивить. Вам удалось. А Сатору заказал 2 торта. どうしても2つ欲しいって言うから Прости, Фуджинума. Почему? Я не успела закончить твой подарок. Неужели ты сама что-то мастерила? Да, Она ему сшила, когда они Ясно. были... Вот почему она домой спешила. прошлой ночью почти закончила, но уснула. Не переживай. Потом отдашь. Ладно, ребята, наделаем сэндвичей на 5000 йен. А, ты все деньги потратил? Да. Делать сэндвичи вместе было весело. В отличие от праздника 18 лет назад, мы съели все за день. Здорово иметь друзей. Ребята подарили нам с Хиназуки целую кучу подарков. А потом... Открой! Варежки. Ей же сожгли. Спасибо, Фуджинума. Спасибо, ребята. Еле Мы улыбнулась сами девочка. приберемся. Проводи, Хиназуки. Настоящая братва. Ладрыга. Совсем дурак. А куртку почему не одел? Ну, пока. Совсем дурак, реально. Держи. Я рада, что подружилась с тобой и ребятами. Спасибо за сегодня. Завтра отдам твой подарок. Обещаю. Ага, договорились. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Есть. Получилось. Я смог. Не замерзни. Я изменил будущее. Ох, что-то думаю, не все так просто. Когда я вернулся, все уже ушли. Ну да. Моя усталость достигла предела, Что-то. и чувство напряжения исчезло. Ну потому что он 100% Я отрубился не спал и спал как убитый. всю прошлую ночь. Вот черт, опоздал.
Доброе утро. О, Сатору. Я уж думал, что ты не придешь. Успел. Значит, отсутствует только Кайо. Ну, конечно же, так просто все не могло. На следующий день Хиназуки не пришла в школу. Последнее обещание, данное нами друг другу, не сбылось. Так. Ну, интересно, если в следующей серии будет такая тема, что она всего лишь опоздала и поэтому не пришла, но что-то я сомневаюсь. Девочка все равно не явилась в школу. Ну, вот это интересный момент. А вдруг будущее вот так сработало, что, ну, один день, ну, не получилось, но это должно случиться, и на второй день это случилось. Вот Бог его знает. Вот все равно эту серию не, вот полностью хорошей не сделали. Вот абсолютно полная серия была абсолютно позитивной, очень хорошей. Это очень хорошо, что она была такой позитивной, потому что надо немного разбавить то, что было в прошлый раз. Это был кошмар какой-то. Мать Хинадзуки немножко держит себя в руках. Ну вот, видимо, она держит и не удержалась. Может, переусердствовала очень сильно и очень сильно избила дочь. Бог его знает, что там могло случиться. Сам Сатору не просто уже пытается изменить прошлое, чтобы спасти мать. У него уже... Он, правда... Это такая вещь... Ответственность. Ему 29 лет, он очень, на самом деле, взрослый, мозгами, и он уже несколько раз спасал жизни людей. А сейчас в его руках те люди, которыми он... Ну, не сказать, что дорожил, но это были первые случаи в его жизни, когда он столкнулся с большой трагедией. И к тому же еще с несправедливостью, я имею в виду Юки. И Бог его знает, что еще могло там произойти. Бог его знает, кто там вообще этот убийца. Ну, я 100%, я почему-то уверен, что это тот преподаватель. Я почему-то вот уверен. Не хочу сказать слово «влюбляться», потому что, ну да, влюбляться, он начинает в нее влюбляться потихоньку. И это очень интересный момент, потому что я вот вообще очень верю в такую химию, которая происходит внутри. Он очень молодой, очень маленький парень. Он не только меняет сейчас будущее Хинадзуки, он меняет свое, как мне кажется, будущее. У него есть возможность повторить свои детские годы и не быть просто таким... То есть у него есть возможность не просто вырасти человеком, который будет развозить пиццу в 29 лет. У него есть возможность вырасти абсолютно полноценным человеком. Ну как полноценным? Нет, вообще я верю, что он и так полноценный человек, потому что человек, который спасает людей, у которого есть дар, чтобы это делать, это не просто состоявшийся человек, это очень ответственный человек. Такая сила, я верю, что такая сила не появляется у человека, если он не ответственный сам по себе. У него есть моральный стержень. Он бы мог на все не реагировать. Но он же этого не делает. Он же не игнорирует то, что с ним происходит. И как это с ним происходит. Он подвергает свою жизнь опасности. Мы это видели в первой же серии. И он очень рискует. Вдруг он бы ходил бы вместе с ней всю дорогу и их обоих бы схватил. Но этого не произойдет. Вот он очень грамотно сказал, когда он ее проводил до дома, он о себе заявил. Я зайду за тобой завтра. Пока. Он говорил, что я приду за тобой. То есть это такой момент очень фиксирующий. То есть знают, что за этой девочкой будут присматривать. Это очень хорошо. Эту девочку поэтому жертвы и выбрали. Потому что она была очень невзрачная, она ни с кем не общалась и было на кого свалить. И не на одного человека, а на несколько. Что же, это была 4-я серия. О, кстати, мы еще кое-что, мы видели их день рождения, ребята поступили очень грамотно, и для меня это было очень трогательно. Потому что мне самому никто никогда вечерники сюрпризы не устраивал. Вот так, лирическое отступление. Это была 4-я серия. Город, в котором меня нет. И увидимся уже на 5-й серии. Я очень надеюсь, что с Хинадзуки все будет хорошо. Удачи!